Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Медведев, и я рад вас приветствовать на канале Каноэ Спорт. Сегодня я бы хотел вам показать топ-6 курьезных и веселых ситуаций, которые произошли на официальных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Ну что ж, давайте не будем затягивать и начнем прямо сейчас. Там будет много всего интересного. Поехали! Первый курьезный случай, который бы я хотел вам показать, произошел в прошлом году, в 2020, на Кубке мира в Венгрии в Сегеде. Здесь в финальном заезде каноэ двоек венгерские спортсмены Джонатан Хайду и Адам Фекете прошли первые 150 метров, и буквально после 150, после 200 метров второй номер вываливается из каноэ и в воду. И как это произошло, мы можем видеть, что здесь, скорее всего, спортсмен зацепился веслом, ребром, видимо, встало весло, и он вываливается в воду. Вот можно посмотреть замедленный повтор, как происходит это все. И здесь мы видим, что, конечно же, спортсмену не повезло. Он выпадает в финальном заезде Кубка мира. Кстати, венгерские спортсмены были претендентами на победу, и вот так вот несправедливо сложилась с ними судьба. Ну ничего, еще в этом году они могут попытать счастье, потому что в этом году главные соревнования Олимпийские игры, не забывайте, друзья. Ну что, поехали дальше. Второй случай, который бы я хотел вам показать, произошел на Кубке мира в 2015 году. Это байдарка двойка 200 метров, девушки. Здесь португальские спортсменки Франциска Лая и Мария Кабрита, буквально не доехав какие-то 10 метров до финиша, выворачиваются. И какое обидное поражение. Представляете, могла бы быть золотая медаль, а так вывернулись вот прямо перед самым финишем и отдав тем самым золотое место другим спортсменкам. Да, бывает и такое, но что поделаешь, это финал, поэтому 200 метров очень скоротечная, быстрая дистанция. Все вы знаете, что ее нужно работать от начала и до конца. Никогда не смотрите по сторонам, потому что даже такое может случиться, когда вроде бы и не ждешь, думаешь, что все, золотое место у тебя в кармане, а вот раз и нет. Третий случай, который я хотел бы вам показать и озвучить его, произошел в Венгрии в Сегеде. Правда, это был 2014 год. Ирландский спортсмен сделал первый фальстарт. Он подходит на второй свой шанс стартануть. И также делает второй фальстарт, но, правда, ловушка поднимается, и его прям буквально вот он не удержал равновесие и падает в воду. Ну, выглядит это, конечно же, довольно забавно, потому что первый раз он сделал фальстарт, он вернулся в ловушку и сделал второй фальстарт. И вот здесь уже, к сожалению, его баланс подвел, и он не удержался и падает в воду. Иногда бывает всякое на соревнованиях. Не забывайте, что концентрация должна быть в каждом моменте. Если вы идете на соревнования, то нужно и на старте, и на финише быть внимательным. Весло в воду поставили и готовы к старту. Ждите стартовой команды. Всякое бывает. Я хотел бы вам показать эти ситуации для того, чтобы вы могли и не повторять каких-то таких ошибок. Поэтому смотрите, запоминайте. Ну и, конечно же, переходим к четвертому месту. Четвертый случай, который бы я хотел вам показать, произошел на Кубке мира в Монте-Моро-Велью. Это 2016 год. Полуфинальный заезд, каноэ двойки 1000 метров. И здесь спортсмены из Украины показали просто что-то фантастическое, потому что, обратите внимание, первая лодка финиширует и пересекает финишную прямую, а вторая и третья лодки, скорее всего, разыгрывают воды. Здесь надо отдать должное, потому что спортсмены из Украины делают феерический финиш. И на самом финише просто носик буквально вырывают и становятся вторыми. Вообще очень круто, я прям действительно очень порадовался за ребят. Такой финиш, просто финишный спорт, загляденье. Смотрите, друзья, никогда не зевайте, потому что это 1000 метров. Все-таки, да, у вас может быть большое преимущество на финише, но даже такие случаи бывают. И здесь мы просто можем только поаплодировать спортсменам. Борислав Бызу и Богдан Чабан. Кстати говоря, не путать великим Юрием Чебаном. Чабан это все-таки немножко другая фамилия. Юрий Чебан — это спортсмен из Украины, который стал двукратным чемпионом Олимпийских игр. Юра
Юра, тебе привет большой от меня. Друзья, ну и вот пятый случай, который я бы хотел показать в этом видео, произошел в Сиднее 2000 года на Олимпийских играх. Предварительный заезд байдарки-одиночки 1000 метров. И здесь известный спортсмен, легендарный спортсмен Луц Левовский из Германии делает фальшстарт, и его снимают. Тогда за первый фальшстарт шла дисквалификация. Хорошо он выступал, и чемпионаты мира просто блестящие. Поэтому спортсмен легендарный, великий, и, к сожалению, вот с Олимпиады у него нет ни одной медали. Lutz Levowski has false started the Olympic Games. That's it. There's no recourse. He's disqualified. Так получилось, что в тот год он был очень хорошо готов и мог показать зубы даже олимпийскому чемпиону Кнуту Холману из Норвегии. Но, к сожалению, так получилось, что была неудача такая, и он не смог продолжить борьбу на 1000 метров, хотя это была его коронная дистанция. На этой же Олимпиаде Луц Левовский принял участие еще на дистанции байдарка-одиночка 500 метров, но, к сожалению, там он занял только 5-е место, поэтому без медали остался Луц. И ему тоже большой привет. Луц, не переживай, все будет хорошо. Ну и шестой случай, который бы я хотел показать в этом видео, произошел в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх 2016 года. В финальном заезде каноэ-одиночка 1000 метров выиграл Себастьян Брендель из Германии. Ну а наш спортсмен из России Илья Штоколов занял обидное 4-е место. Вот посмотрите, вот эта борьба, и на самом финише подкат Илья проигрывает спортсмену из Молдавии Сергею Тарновскому. Досадное поражение, и очень много все об этом говорили, как же так. На самом финише упустил бронзовую награду. Это было очень обидно, но спустя какое-то время Сергея Тарновского дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, и у Ильи появляется все-таки бронзовая медаль. Ну и в завершении этого выпуска я бы хотел вам также показать маленький бонус, который произошел с этим же спортсменом Ильей Штоколовым в Краснодаре в 2015 году на Кубке России, когда был очень сильный ветер и большие волны. Вот здесь вот посмотрите, в этом видео видно очень хорошо, как Илья набрал очень много воды в свое каноэ, и оно у него тонет, и он вместе с ним, показывая большой палец вверх. Красивый момент, не правда ли? От этого спортсмена можно ожидать все, что угодно. Надеюсь, вам понравились моменты, которые я для вас подобрал. Ну, а если у вас есть какие-то замечания или пожелания, может быть, вы помните какие-то случаи и можете ими поделиться, обязательно напишите в комментариях. Я их тоже постараюсь показать в дальнейшем. Поэтому подписывайтесь на канал Каноэ Спорт. Всегда рад вас приветствовать здесь, на этом канале. Всем на греблю, друзья. Не пропустите в этом году очень много интересных соревнований и не допускайте ошибок. Всем пока. Спасибо большое.